В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены, это не реклама, это факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, и я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы на глобальном сервере, и здесь у нас первый сезон новичковый, я на чужом аккаунте, и континентальное испытание вторая неделя. Она уже заканчивается сегодня, и давайте посмотрим, у меня здесь 4 команды есть, может быть они вам пригодятся. Здесь у нас есть такой босс Васка, он у нас увеличивает нам урон, да, который мы наносим ему, за счет абсолютного навыка, то есть при использовании, да, следующий там на 10% больше. Хороший бонус, особенно хороший для команды призыва. Здесь вообще по Васке, у него здесь много существ призывных. Больше всего урона наносят, естественно, те, кто бьет по площади. Это у нас в первую очередь призыв, потом яд, новая команда яда. Это у нас сбор. Ну и в конце концов мороз тоже подойдет. Горение. Горение здесь должно неплохо наносить урон, единственное, что здесь на аккаунте его нету. Мы здесь будем рассматривать команду яда на Васка. Но я вам покажу, здесь с топа есть один человек с командой сбора. Правда, у него здесь очень хороший состав, у него здесь есть Илина, но ее в принципе заменить можно кем-нибудь, той же Ацилией какой-нибудь, либо Гиллиан, Лорентиль у него, Алтона нету, но есть Монелиса на втором пробуждении, и Глэдис даже с артефактом уже, поэтому у него здесь очень неплохой урон. Дирки он здесь поставил, так как, во-первых, Дирки очень часто ходит, во-вторых, бьет по площади, в-третьих, накладывает вот этот штраф к урону, сопротивление урону, то есть увеличивает урон команды достаточно неплохо. И в отличие от Алтона, он делает это мгновенно, да, то есть бьет и сразу же накладывает. А Алтон будет своими сферами шпуляться, у него там 10 секунд они стреляют, а существа призывные у Васки, они живут недолго, поэтому здесь, наверное, выгоднее Дирки ставить. Но здесь у него, видимо, были проблемы какие-то с выживанием, потому что он здесь использовал оленя. Ну, знаете, что такой вариант команды есть. Вариант команды призыва мы вам показывали еще когда сами здесь играли, вы можете его посмотреть, на канале есть, не только у меня, там очень неплохо урон наносит. Насчет команды горения я не помню, но можно взять любую команду горения с какого-либо босса, именно с Пайкстоном желательно, конечно, и поставить ее сюда. Единственное, что учтите тайминги. У Васки специфика такая, что его призывные существа живут не сильно долго, максимальное их количество нужно находить. Оно где-то, по-моему, было здесь, но сейчас там были какие-то обновления у него, и, по-моему, они стали жить меньше. В общем, по-моему, где-то вот на этом промежутке там максимальное количество призывных существ. На это обращайте внимание, а так, в принципе, ничего такого. Ротацию настраивайте сюда, когда их больше всего на поле боя, и все, замечательно. Но учтите, очень сильно учтите расстановку. У Васки здесь есть еще вот этот постоянный баф, который он дает себе. Вроде бы на 6 секунд, но его достаточно для того, чтобы ударить вот этим навыком уже с усилениями. Так что здесь могут быть проблемы с выживаемостью, если у вас нету запрета на усиление, либо вы эти усиления не снимаете. Обращайте на это внимание. У нас здесь в команде призыва была Тиамат, она кидала запрет усилений и проблем не возникало. Также обратите внимание, что за каждый миллион единиц полученного лечения, да, ему лечение по факту не нужно, у него очки здоровья, можно сказать, бесконечные, но они учитываются, вот это вот лечение, оно учитывается. Для того, чтобы накладывать постепенно до 30 раз вот такой вот эффект на 3%. Это очень много, соответственно, здесь желательно боссу каким-то образом не давать лечение, лечиться. То есть накладывать, допустим, запрет. Плюс ко всему, если на босса действует эффект уменьшения лечения, то еще и у нас урон. Плюс ко всему, если мы ему уменьшаем лечение, либо накладываем инверсию, это достаточно редкий эффект, там у Беренгара он есть, по-моему, еще у кого-то. Но нас интересует вот этот, потому что он все-таки чаще встречается, и у нас он будет. Вот если эти эффекты на нем есть, то, соответственно, 30% урона он наносит нам меньше. Это важно, потому что урон, как я уже сказал, у него будет неплохой под этими усилениями. И здесь у нас команда яда. Команда яда у нас здесь Сигрид. Почему Сигрид? Не потому, что она тут заливается энергией. Где она здесь? Вот здесь с пассивного навыка. Не потому, что она получает энергию и может сходить 2 раза. Не поэтому. А потому, что она накладывает тот самый запрет лечения. Ну и плюс ко всему штраф к атаке тоже не помешает. Я видел, что здесь на нее ставят разлом, но мне кажется, это не совсем эффективно, так как она ходит достаточно часто и делает всего лишь один удар. А разлом у нас накладывается не постоянно, не со 100% вероятностью. Поэтому я ракушку дал, а не останки ведьмы, именно Твичу. Он делает это более уверенно, мне кажется, стабильно. Твич у нас одевается в сет кукольника, собираем ему просвещенности как можно больше, атаку на остаток и точность. Он урона наносит не то чтобы много, совсем мало я бы сказал, но все равно какой-то вклад делает, поэтому чуть побольше внесет. То же самое справедливо для ловкача, но так как у нас здесь в первом сезоне сетов не то чтобы много, да, на поддержку главного
герой, наносящего урон, поэтому его мы оденем уже в урон. И одеваем по тому же принципу. Максимум просвещенности на остаток атаку. Если у вас питомец дракон, то, естественно, у змеи у нашей должно быть просвещенности больше, чем у всех остальных. Это, естественно, учитывайте. Ну а так, максимум просвещенности на остаток атаку, ну и точности. Там более 100 единиц, допустим, будет достаточно. Ой, мифические предметы вы видите. Дракончик у меня здесь не то чтобы сильный, но его наличие уже неплохо. Особенно вот с этим вот талантом. Очень хороший талант, целых 10% урона добавляет сразу. И здесь у нас Агок. Агок у нас с рогом, чтобы увеличить еще немножечко урон. И здесь у нас получается сет защитника. Он у нас периодически будет накладывать щиты, поэтому вот эта вот вещь на снятие ослабления, она пригодится. Хотя босс, по-моему, здесь же больше ничего не накладывает. Так что, ну, пускай будет, потому что здесь одеть ничего лучше нету. Тайминги у нас здесь вот такие. Ротация стандартная. Она у нас идет такая, что змея, затем у нас Твич, затем у нас Лавкач. Сигрид по умолчанию пускай ходит столько, сколько сможет. Так как она набирает энергию, пускай без ограничений будет. Схему снаряжения вы видите. Если у вас кого-то нету, допустим, Лавкача, либо Твича, то ставим Дуранга в первую очередь. Если нету и Дуранга, то в компанию к змее можно поставить, ну, например, вот этого чувака. Он очень неплохо яд накладывает. Не забывайте, что он это делает от простых атак, то есть ему скорость атаки желательно повысить. В конце концов, можно и Шинка, у него здесь целых 5 ударов. Нормально так яд он набрасывает, накидывает. Поэтому он тоже здесь неплохо подойдет. Вот этот одноглазый Эли тоже подойдет. В конце концов, можно и Корина, пускай яды продляет. И взрывы эти делает, ядовитые. Ну, Яталея не знаю, прям на крайний случай можно поставить. Хотя, мне кажется, эпики здесь будут лучше, чем Яталея. Если у вас есть Рита, ставьте Риту. Мне кажется, с ней здесь будет получше. Хотя Агок тоже справляется неплохо. Насчет Виканы, она яд сам не накладывает, поэтому от нее, мне кажется, толку здесь не будет. То есть эпики, не тратьте на нее свитки навыков. Здесь лучше эпики поставить. Расстановка. Как я уже сказал, как мы расстанавливаем своих союзников, это влияет на то, куда, как будут призываться его существа. И нам лучше, чтобы они были в кучке. Мы это делаем для одного героя здесь. Это вот Твич, Твичоныш. Я не помню, какая здесь расстановка лучше всего подходит. Я выбрал вот такую, вроде бы урон получается плюс-минус, ну, максимальный, что я смог набить. У Твича здесь вот такой вот удар по площади, да, и он накладывает яды, то есть это, ну, важно, это важно. И чем больше попадает призванных существ, тем лучше. Если найдете лучшую расстановку, находите. То же самое у нас для Лавкача. Я сказал, что только для Твича, нет, у Лавкача тоже здесь удар по площади, так что ему тоже это важно. Чем больше мы попадаем, тем больше мы накладываем ядов, тем, соответственно, чаще бьет Серпентемис своими там этими эффектами вот при этом болоте. Так что смотрите на расстановку. Ну и примерно вот столько они урона набивают, 840 миллионов, вполне себе неплохо. Я пытался сделать больше, я там что только не пробовал, но у меня не получилось. И с расстановкой лучше пытался сделать, и тайминги там пробовал, и таланты там менял, то есть ничего у меня не получилось. И Сигрид я заменял там на Лотера, с Лотером получалось хуже. Если у вашего Лавкача нету артефакта, можно поставить вот эти вот рога оленя. Здесь, правда, они этот эффект дают каждые 20 секунд, то есть призывные существа его получать не успеют. Но босс хотя бы получит, и то ладно. Без артефакта Лавкача, тут не намного, кстати, не намного меньше, то есть на 40 миллионов там, ну на 45, допустим. Вполне себе неплохой урон. Есть у нас еще босс Твич. Он здесь будет накладывать много яда. И поэтому нужно использовать вот этот эффект. За каждое рассеянное либо отраженное повторение ослаблений. Герой получает одно повторение усиления атаки на 0,5% и до 200 раз, то есть 100% атаки мы получим. Также у нас здесь на 50% увеличен урон по площади. Это очень здорово, да? Два эффекта очень сильных. И тем более, что твичей там будет 3 штуки. То есть мы здесь должны кого-то ставить, кто будет делать либо очистку ослаблений, либо иммунитет давать, либо сопротивление нужно собирать, потому что вот этот эффект нужно собирать. Ну и, соответственно, Твич, он достаточно больно будет бить, и поэтому, ну, выживать сложно будет, если мы ничего не будем делать с этими эффектами яда. В остальном здесь, в принципе, у него на навыки тут особо смотреть, ну, не на что. Ну, яд и яд, урон и урон. Тут ничего такого сверхъестественного. На аккаунте не то чтобы много героев, поэтому я здесь собрал вот такую вот команду. Это у нас команда Мороза, она здесь неплохо подходит, потому что урон по площади, да, и в принципе, наверное, все. Ну и плюс ко всему 200 миллионов они могут набить даже вот эпиками, что я вам сейчас и покажу.
Тайминги у нас здесь вот такие. Здесь у нас Лосения без навыков, да, то есть не прокачанные. Я ей собрал ускорение, чтобы у нее получилось здесь 20 секунд. Тогда она сможет в цикл нормально попадать, то есть 18 секунд. Также у нас здесь у Хахадира нету свитков, то есть навыки не прокачаны. И у него тоже. Вот так вот. Но я на них не стал тратить свитки, потому что сильно больше 200 они все равно не набьют. Там, не стоит оно того. Ну а цикл 18 секунд нам желателен, чтобы с котом синхронизироваться, да. Ну и из-за того, что навыки не прокачаны, стартует он на 18 секунде, то есть через 3 секунды, там 2,9, да, после Лосения, чтобы успел пройти разлом. Она у нас здесь накладывает разлом, и он накладывается не то чтобы быстро, частенько, там через несколько секунд, поэтому я поставил вот так. Расстановка здесь имеет значение, потому что, во-первых, Twitch бьет по площади, да, где там его навык, вот по такой площади. Во-вторых, видим, как они расположены, да, то есть очень неудобно. Мы не попадем по 3 твичам, если вот эти не выбегут вперед. А они выбегут тогда только, если мы будем достаточно далеко от них. Плюс ко всему, я здесь не просто так поставил именно ближников. Я решил распределить урон именно по вот этому квадратику, чтобы этих не трогали, так как они бить будут, как я уже сказал, достаточно больно. Поэтому расстановку здесь учитывайте. И учитывайте, что ближник и дальник, это влияет на то, будут они выбегать либо нет. Потому что ближник начинает сам выбегать вперед, и это влияет на то, что он не станет тогда выбегать. То есть он знает, что это ближник, да, и они вместе, получается, портят нам жизнь. Давайте посмотрим это в бою. Вот смотрите, в начале хопа, и оба выбежали вперед. Это позволяет нам той же Лосении накладывать на всех 3 разлом и попадать по всем. И мороз накладывать на всех, то есть все в комплексе. Там в бою ничего интересного не происходит, у нас здесь Эстелла одна справляется. При том, что просвещенности у нее мало, так как я и собирал сопротивление, но команда стоит весь бой. Мы здесь собираем сопротивление в первую очередь, больше 300, чтобы наверняка сопротивляться эффектам. Просвещенность на остаток, а так защиту она здесь все-таки в сете предков. Я не знаю, нужен он здесь либо нет, может быть его можно убрать. Но он у меня здесь стоит. Вообще я думал, что ей лучше поставить, она здесь ходит часто, у нее 15,6, ей лучше поставить сет братства, который у нас здесь, так, на ком он стоит? Сейчас, подождите-ка. Вот на Лосене. Вот этот сет братства, наверное, лучше на Эстеллу, тогда она чаще будет его накладывать. Но я здесь поставил вот так. Лосения у нас здесь просто в точность. И я попробовал ей побольше урона собрать, чтобы хоть какой-то вклад, видим там шанс крит удара, вот это вот все, да, крит урон, крит удар, собрать, чтобы она чуть немножечко больше вклада внесла. А так, точность и все. Хахадир здесь постольку-поскольку. Если у вас его нету, мне кажется, здесь даже лучше был бы вот он, Алган. Потому что он здесь накладывает вот такое вот усиление атаки. Хотя, разница будет небольшая, как я уже сказал, эта команда не очень хорошо справляется с уроном. Этерил здесь нанесла бы неплохо, да. Мне кажется, 250, может ближе к 300 миллионам она бы нанесла. А Ведимир у нас справляется вот так. Точность ему не нужна, мы его одеваем максимум в урон, максимум. Крит урон, то есть крит шанс близкий к 100%, и атаку как можно больше. Я здесь даже таланты не стал докачивать. Эффекты вы видите. Хахадира я так вскользь показал. У нас здесь я ему собрал сопротивление, просто чтобы вот эти ребра работали. Чтобы он просто выжил. Защиты тоже добавил. Точности, не знаю зачем, если честно. Так получилось. Как-то так я его собрал. Репикас у нас здесь в еще одном сете кукольника, потому что это все-таки другая стихия, да. И он здесь тоже в сете кукольника. Точности ему побольше, в принципе все. Ускорение сколько сможете. Репикаса я здесь поставил, чтобы он хотя бы иногда накладывал. И штраф к точности, хотя это так косвенно. Штраф к атаке и штраф к скорости перезарядки. Просто чтобы мы выжили. Только для этого я его поставил. Чтобы мы выжили. Потому что твичи действительно больно бьют. И собственно все. Код здесь вот такой. Тайминги я показал, команду показал. Урон, я уже сказал, что они 200 набивают и живут весь бой. Вот у вас он на экране. Твичи также, я, по-моему, уже говорил, я не помню, если честно. Мы били сбором. Можете увидеть ролик с наших сезонов. Тоже нормально подходит, когда у вас Хуберг. Также твичи выбегают вперед, и Хуберг попадает по всем сразу, по 3. Там неплохой урон получается. Можете посмотреть ролик, старый ролик с первого сезона. У меня на канале. Да и не только у меня, есть. Виньяра. Виньяру мы в свое время били дикостью. Она здесь очень неплохо подходит. Почему именно дикостью? Потому что здесь есть увеличение урона по одиночной цели на 50%. Также за каждое усиление рассеянное у босса герой получает 25% бонус к атаке на 15 секунд. У нее там 2 усиления, соответственно 50% к атаке еще. У Виньяры здесь есть главный навык, который мы должны учитывать. Это щит. Вот этот щит на 10 секунд. За 10 секунд вот за эти мы должны либо снять его, либо разбить. Иначе, если мы этого не сделаем, у нее сработает вот это вот неснимаемое
уменьшение урона на 10%, причем суммируется до 10 раз. То есть мы ни в коем случае не даем ее щиту продержаться 10 секунд, иначе урон у вас очень-очень-очень сильно упадет. Ну и по возможности снимать нужно вот эти вот усиления. Тогда мы будем мало того, что увеличивать свой урон, так как у него не будет усилений вот этих, да, на уменьшение урона, на усиление защиты, и плюс ко всему себе еще атаку повысим. Так что это тоже очень важно. Но если не получится, ничего страшного, с этим еще как-то жить можно. Она бьет по одной цели, очень простой босс на самом деле, она бьет по одной цели, то есть мы этой цели выкручиваем сопротивление побольше и все. Ничего здесь не проходит, а ее бьем спокойно, с учетом вот этого щита, да, который нужно разбить. Лучше всего здесь подходит Крисос, потому что он и щит снимет, и усиление снимет, еще и штраф атаки наложит, еще и щиты даст нам. Хотя они в принципе здесь не нужны, потому что она бьет только по одной цели, это будет Крисос. Крисос, короче, здесь очень классно подходит, и с ним урон максимальный. Если же у вас Крисоса нету, мы просто ставим Броди. Почему Броди? Потому что он, собственно, лишает щита. И спокойно живет за счет того, что он его крадет. Насколько я помню, он где-то здесь крал щит. Так, подождите-ка. Когда враг получает щит, герой также получает щит, который равен 50% от щита врага. Вот, не крадет точнее, а дублирует. То есть Венера получает щит, он берет 50% от него и потом его же снимает. То есть даже разбивать не надо его. Так что ставьте Броди, сопротивление одевайте его, и все у вас будет замечательно. По-моему, он даже без лечения живет. То есть 4 героя, наносящих урон, просто один он справляется. Я не знаю почему, но я выбрал... Я не знаю, честно не знаю. Я выбрал здесь команду Ауры. Не знаю, как ее стрелы, считаются они, не считаются за одиночную цель, то есть урон по одиночной цели. Не знаю. Я использовал здесь команду Ауры. У них здесь вот такая вот схема снаряжения, тайминги вот такие. Я их сместил подальше для того, чтобы они больше урона наносили. Цикл здесь обычно 18 секунд, видим, да? У нее здесь по умолчанию, потому что ей не важно, когда ходить. У нее здесь часы, много ускорения, поэтому она пускай ходит как сможет. И сместил я тайминги, да, чтобы они били вот здесь вот. Когда у нас вот эти вот усиления уже спадут. Потому что она и хуйкатель, она вот этим боевым навыком, во-первых, снимает щит, во-вторых, рассеивает усиление. Соответственно, мы не знаем, когда оно там сработает, тем более с таким количеством ускорения. Успеет она, когда она успеет, когда она снимет эти усиления. Перестраховываемся и начинаем бить босса вот здесь. Расстановка здесь абсолютно не важна, главное, чтобы впереди был Линкас. Он у нас в сопротивлении с ребрами, да, и он принимает удар на себя. Ему можно побольше очков здоровья, защиты и, в принципе, все. У нас здесь и хуйкатель, косвенно видим, что лечит потихонечку так, и усиление защиты дает. Плюс ко всему, вот за счет пассивного навыка тоже продлевает жизнь нашему Линкасу. Побольше защиты, сука, получится, очков здоровья, ну и сопротивление тоже лучше с запасом. Он живет здесь весь бой. И хуйкатель максимум ускорения. Я даже поставил вот эти... Я не знал, что еще ей добавить, да, то есть лучше тут ничего не оденешь. Поэтому я дал ей вот эти вот предметы. Ну, кстати, сет братства с таким количеством ускорения, я имею в виду от часов, может быть, сет братства был бы получше. Она здесь довольно-таки часто будет ходить, но она у нас здесь без сета кукольника. Так как это молния, да, ну, вот так вот. Точности побольше с запасом. Дианта, как обычно, одевается в урон максимально и точность побольше, так как она у нас на разломе. Таресия у нас здесь как обычно. Приоритет на очки здоровья вместо атаки, да, и критический урон. Ну а атаку, крит-шанс как получится. Лучше, конечно, 100% и, соответственно, атаки побольше. Но в первую очередь очки здоровья. У меня здесь, что у меня здесь? Вот, очки здоровья. Шахла. Шахла у нас здесь Таресию будет заливать. Кстати, может быть, тайминги можно было бы сменить. Шахла здесь у нас целых 20% будет энергии давать Таресию. Но она здесь есть, кстати, ее можно тоже на разлом поставить, может быть, лучше будет. Не пробовал, честно, не экспериментировал. От нее урона не то чтобы много, поэтому мы просто сет кукольника и ставим. Ну и на всякий случай, чуть-чуть больше урона она внесет с этим предметом. Все. Как это происходит? Происходит вот так. Венера ложит щит, точнее накладывает на себя. И хуйкатль мы видели, что урона не было, а щит снялся. То есть и хуйкатль сняла щит. И плюс ко всему там усиление тоже, то есть атаку нам дала. Баф. Вот одно усиление она сняла уже. Ну и вот так вот весь бой. Без каких-либо проблем они выживают. Щит видим, что снимается, то есть не разбивается, а именно снимается. В общем, такая вот команда. Набивает она, у меня здесь 380 максимум она набила. Это, кстати, довольно-таки мало, может быть, я босса выбрал неправильно, не знаю. И последний босс — это бабка. Вообще бабку у нас бьют в том числе ядом. Вот таким вот ядом. Ну, можно, конечно, без него, там с Агоком с тем же, или с Рейтой, если есть. И наносят, в принципе, неплохо урона, потому что бабка у нас как раз-таки под команду яда у нас здесь заточена, скажем так. Потому что за каждое повторение ослабления у босса, в том числе, да, яд, когда у нас повторяется, получаемый урон увеличивается на 5%, и эффект до 50 раз суммируется.
Еще и за каждый тип ослабления у босса наносимый им урон уменьшается до 5 раз, то есть до 50% мы и урон уменьшим. То есть команда яда здесь подходит лучше всего. Бабка у нас мерзкая, по ней видно. У нее здесь неприятный, да, вот этот эффект, что она снимает усиление. Потом она здесь штраф к атаке дает, здесь штраф к атаке дает, опять же рассеивает усиление. А рассеивает она усиление, да, для чего? Для того, чтобы потом вот этим навыком, когда у нас нету усилений, она накладывает оглушение. Вот такая мерзкая бабка. И плюс ко всему запрет еще и опять же накладывает сверху. Это значит, что нам нужно, первое, либо сопротивление. Второе, либо нам нужно сопротивление, я имею в виду, чтобы у нас не проходили рассеивание усилений и чтобы не срабатывало оглушение из-за этого. Либо нам нужно здесь просто накладывать усиление. Тогда это оглушение вот это не будет проходить. А это самое важное, чтобы у нас тайминги не сбивались. И есть еще третий вариант. Мы можем снимать оглушение, либо давать иммунитет. Ну, а насчет вот этих ослаблений, конечно, желательно их снимать. Либо давать какой-то, опять же, иммунитет. Так как на этом аккаунте есть лотер, еще остался дуранга, я сюда команду яда поставил. И поставил вот этого орка, он у нас будет снимать оглушение. Тайминги здесь такие. Ротация стандартная, лотер у нас всегда ходит в конце, так как ему нужно, чем больше яда на враге будет, тем больше урона он нанесет. Поэтому он ходит в конце. И у нас здесь первый дуранга, он у нас на разломе, потом идет шинк, добавляет яда, и затем уже лотер. А вот этот вот орк, я не помню, как его зовут, он снимает оглушение. И он здесь для этого. При этом фурбат, он просто накладывает штраф к атаке. Соответственно, циклы у всех 18 секунд. Ну и дракончик. Схему снаряжения вы видите. Расстановка у нас здесь вот такая. 3 ближника, они будут вокруг фурбата, получать лечение фурбата. Фурбат иногда у нас будет снимать ослабление, что тоже пригодится, да, то есть чтобы штраф атаки нам урон не снижал сильно. Фурбату мы даем сопротивление и точность. Вообще, в принципе, сопротивление ему не обязательно. А точность важна. И защиты побольше, чтобы лечение было посильнее. Он у нас в сете кукольник. Дабок, вот, или дабок. Дабок у нас здесь в сете предков. У него здесь куча сопротивления. Он у нас должен ходить четко. Мы ему не даем сет кукольника, потому что он вот с этого пассивного эффекта он набирает энергию сам. То есть у нас оглушают наших ближников вот этих вот. Он набирает энергию и тут же ходит. И он ходит нормально в цикл. И, соответственно, рассеивает весь контроль. Плюс ко всему дает небольшие щиты. Это помогает выживать. Поэтому сопротивление ему побольше. Вот этот предмет желательно обязательно, чтобы снимать ослабление от босса, когда он щит будет накладывать. Ну и ребра поскольку, чтобы сопротивление забрать и чтобы урон увеличить. Шинка, я не знал, во что одеть, урона от него вы не дождетесь, поэтому, чуть-чуть больше внесет урона, не знаю. Поэтому я его одел в урон, больше не во что. Пользы от него больше взять не получится, точности можно побольше. А так мы его одеваем, как всегда, ядовиков, просвещенность, атаку. Лотер, просвещенность, атака, точность ему не обязательно. То есть как змею, так и его мы одеваем. Дуранга у нас здесь на разломе, сет братства, точности ему. И крит шанс 100% желательно, чтобы вот это вот срабатывало побольше. Ну и просвещенности с атакой сколько получится. Пускай вносит чуть больше урона, это не помешает. Фурбат здесь в сете кукольника, так, я уже показывал. Ну и собственно все, естественно, аура у нас здесь будет на просвещенность. Происходит это вот так вот, давайте посмотрим. Вот они вокруг фурбата, лечатся. Здесь у нас бабка сейчас оглушение всем кинет, и тут же дабок его снимает. Ну они, соответственно, проводят свой цикл. Вот и все. Вот и вся задумка. Эта команда у меня нанесла 220 миллионов максимум. Я пробовал ставить сюда Викану, но у нас здесь что-то яда получается мало. То есть один дуранга яд накладывает. И от Виканы здесь толку никакого. То есть урон не увеличился. Был на уровне где-то 200, на том же самом уровне. То есть 220 я не смог больше сделать. Возможно, вот с этим вот Дина будет получше. Он яда очень много накладывает. Может быть, с ним попробовать стоит. Ну, если что, попробуйте. И давайте немножечко напоследок посмотрим, какие здесь еще команды есть. Вот для Виньяры дикость. Там можно, в принципе, кого угодно вместе с Танальнан, любых героев дикости можно ставить. И, как я уже сказал, Крисо здесь подходит лучше всего. 200 миллионов они по-любому набьют. Вот вариант у нас, смотрите, с Телендором на 200 миллионов. Правда, у него здесь Настенка без артефакта. Тоже хороший вариант. В первом сезоне Ивелиус еще тут урон какой-то наносит. У нас просвещенность одевается. Судха у нас здесь на урон одета. И Таривол на разлом. Виньяра у нас здесь через ледяной взрыв. 233 миллиона. Тоже, кстати, неплохо подходит. Здесь у нас Виньяра против Виньяры. Интересно. Без навыков, кстати, но куча ускорения он добавил, чтобы компенсировать. Виньяра у нас здесь снимает усиление Виньяры, соответственно, да, то есть увеличивает атаку. Ну и здесь уже, кстати, артефакт. Мне кажется, здесь можно было бы нанести больше, учитывая, что есть сова.
Шина на разломе, понятно. И Финя. Финя, мне кажется, здесь избыточно. Мне кажется, Виньяра, она одна бы выстояла здесь. И здесь можно было поставить какого-нибудь Зорока. Так как Виньяра бы сама себе щиты давала бы очень жирные. Либо Билдель там поставить на танковку. У Билдель есть талант на лечение, да, то есть... он здесь не сочетается. Ну да. Ну, тогда кого-нибудь другого поставить с талантом на лечение. И все. И Финю можно не ставить, урон был бы выше. Васку он здесь ударил тоже Морозом, да. У него здесь вориш на разломе, чтобы по всем существам попадать. Мороз здесь вообще с закрытыми глазами 200 миллионов набивает, потому что очень хорошие условия для Мороза, очень хорошие. И бабку он ударил через змею, правда ударил очень плохо. У него здесь нету никаких ловкачей, и дуранга, и нету твичей, ничего нет. Но 300 миллионов тоже вполне себе нормально на самом деле при таком составе. Вот еще вариант, зачем-то он в твичей пошел ядом, бабку он ударил тоже ядом. Кстати, 259, неплохо, правда, такая команда, здесь можно было гораздо лучше ударить. Ладно, здесь смотреть нечего, потому что здесь пошла ерунда. На этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.